Здорово, ребят! Знаете же вы моды на круги на Pits Tower? Все скучные круги, которые во всем фандоме мерятся количеством кругов как пиками. А представьте, что Pizza идет за вами с самого начала уровня. И это не Death мод, вы не подумайте. Встречайте! Пицца ранг. Сама идея пиццаранга в том, что уровень заливают каким-то говном вырвиглазным, и вы проходите его, пока за вами гонится Pizza. Заходя на уровень, у вас будут значки сложности. Легкий, средний, сложный, очень сложный и секретный, если вы пройдете игру и пройдете уровень на P-ранг, X-ранг. Заключается X-ранг в том, что Pizza почти на оригинальной скорости летит к вам. Очень добавляет сложности, и вообще автор, то есть Гонзал, тут нифига не понерфил. Из-за этого большая часть уровней, ну ладно, меньшая, непроходима. Короче, пока я делал это видео, Григана Дезерт понерфили. Да. Очень вовремя. Тут изменены не только названия уровней. К примеру, Джон Пейзер, Скейр, Тизи Чиз, Pizza Sauce Dungeon, Григана Дезерт, Хестуэрт, Фарм, Лунбун, Красти Краб, Гном РП, Гоу, Дип Диш Пицца, The Pig, Пиццабот Factory, Оу, Соус Парк, Пицца, Редс, Рау и Пицца Мейхем. Но и структура, а секретки это вообще отдельный вид искусства. Гонзал не остановился на этом и добавил усложненных переименованных боссов. В принципе, поиграйте, посмотрите, вам понравится. Ну а так, мне мод понравился тем, что он преподносит что-то новое, а не долбанные круги. Хотя они здесь бесконечны, но в принципе-то это всего лишь-то для пиранга. А сейчас к самой сути ролика. Так, с чего бы начать? О, челы, играющие в пиццеранг, наверное, ну или же нет, заметили, что бабушка Пицца говорит в башне спрятаны 7 кицуни, найди их всех. Я сначала, как и вы, задавался вопросом, но потом, поискав в файлах игры, я кое-что нашел. Я нашел потайную комнату и понеслась. Вам надо пройти несколько уровней, чтобы найти все скрытые места, которые я вам покажу. В Чизи Чиз он находится перед комнатой с Джоном. Ох ты нихуя. В Григана Дезерт он находится во второй комнате. В Пицца находится в комнате с ключиком. В Саус Парке, ну блядь. Ну и на 4-м этаже. Ну и в Гном РП. Самое главное, вам надо проходить за Пипином в очень сложном режиме. Если вы не соблюдете эти правила, вас не пустят в комнату. А если вы используете Player Room или NoClip, вам вежливо скажут, что вы читер и ничего вы не получите. В худшем случае только вот это. Если вы все собрали, то бегите на 5-й этаж и вот сюда. Здесь вы должны пробежать немножко и вы попадете к Рен ТВ, просто Рен. Я так в файлах игры зовут. Она вам скажет... Кстати, чел справа это Педита, и он вам даст огромную скорость. Ну и в принципе все. Я вообще офигел, что Гонзал добавил Фури, потому что он не знал, что Пози после этого видео пойдет их искать. Гонзал добавил нам еще приключений. Задойза же бабушка Пицца говорит, в башне спрятаны 7 ойза-подобных, найдите их всех. Ой, блять. Так, ладно. Pizza Sauce Dungeon. Go, ну тут надо просто использовать мозг и терпение. Пиццабот Factory, ну тут просто скорость, отсылка на Sonic CD. Где будешь пицца, ну тут просто викторина, можете ее пройти. Хестуэр, тут ну просто поднимаемся в The Peak лабиринт, где вы должны найти ключик, а потом дверь, которая просто рандомная. Лунбун, блять, это пиздец. Тут вообще... Пиксель арт с нойзом, это, ну вообще, мне кажется, именно на это 2 года Гонзал потратил. В принципе, после того, как всех собрали, вы можете идти также на 5-й этаж, куда вы шли за Пипина, но за Дойза вы получаете невероятную, сногсшибательную, офигенную шляпу Диего. Бля. В файлах игры я нашел очень интересные спреты. К примеру, Фури с огромными ногами. К слову, это просто старые спрайты тех кицуни, которых мы видим в игре. Старая иконка Ren Approved. К слову, изначально в старых версиях мода было 2 Снутланти, но Гонзо это урезал, насколько я понял, из-за огромной сложности.
И не только во второй фазе. К слову, Заду так и получил свою награду за прохождение 2 Снутлати на паранг. А вот к самому интересному. В файлах игры я нашел очень интересный спрайт. Изначально я подумал, что это не используется. Но подумав, что спрайты в пиццаранге не просто так, я начал смотреть. Досмотрелся до того, что появление этого спрайта равно 1% за нойза. Ну, тут из мелкого это слайм, я, честно говоря, не совсем понимаю, где он должен использоваться, ну да ладно. И Escape to Restart, точнее, старая его версия. Ну и Гомер Флай PNG. Да. Кстати, в комнате перед боем с Пиццафейсом может появиться вот такой вот спрайт, что очень меня немного напугало, потому что, ну, точно не ожидал такого. Ну и, ребята, наш главный гость. Здорово, Гонзал! Всем здорово! Слушай, а как создавался пиццаранг? Пиццаранг начался довольно скромно. Я был просто страстным поклонником Пицца Тавара, который на 100 и больше процентов прошел игру и искал новые способы развлечь себя. Это привело меня к моему обычному постигровому занятию – взламыванию правил игры. Как только я обнаружил, что команда Panic позволяет мне спавнить Пиццафейса практически где угодно, я начал экспериментировать. Снял челлендж-видео, где пытался пройти фабрику Пеппибодов с этим побегом, но из-за очевидных проблем, вроде сломанной музыки и необходимости замедлить Пиццафейса, я захотел большего. Так я попал на Дискорд-сервер по мозингу и начал спрашивать советы. Это запустило эффект снежного кома. Каждое крупное обновление приносило что-то новое. Функциональную игру, модифицированную музыку, выбор сложности, полностью новый визуал, квест, дойза. С каждым обновлением я понемногу собирал сообщество, обзавелся партнерами, художниками и 3 тестерами. Более того, я получил огромный опыт в программировании, хотя до сих пор считал себя новичком, несмотря на все созданное. Хотя есть еще много идей, как улучшить пиццаранг, новые уровни, новая схема управления, наконец-то переместить порталы с секретками, как я обещал. Я доволен тем, что обновление Going Home станет последним крупным обновлением. Если коротко, пиццаранг начался с того, что я просто баловался с отладочным меню, а в итоге превратился в проект, созданный с душой, и в урок по изучению языка GameMaker. Вот это не себя. А зачем ты добавил квест именно с Кицуне? Почему не с другими? Квест Кицуне в пиццаранге до сих пор остается одним из моих самых любимых элементов мода. Если вкратце, они были добавлены по просьбе третьей стороны, человека между мной и моим художником. Кто-то, чье имя я уважительно сохраню в тайне, захотел увидеть их в моде. Я дал указание художнику, и после обратной связи от сообщества мы постепенно дорабатывали кицуне, чтобы они стали более уместными. А вот квестовую часть, как и квест Уойза в прохождении за Дойза, напрямую вдохновила мод Skate Hunt из мода Scout Digga. Я помню, как смотрел, как мой художник в него играет, мгновенно вдохновился и сказал ему: нам нужно такое в нашем моде. Понял. А вот X-ранг тестировался или нет? Честно, нет, лол. Я тщательно тестировал первые уровни, чтобы убедиться, что игрок вообще может получить X-ранг и все такое. Но после более простых уровней первого мира, вроде Pizza Souls Dungeon и John Pizzer, мне лично хотелось посмотреть, как сообщество справится с этим вызовом. Ты можешь назвать это проблемой скилла, учитывая, что я сам никогда не мог пройти многие уровни на X-ранг без читов. Но я всегда рассматриваю X-ранг как своеобразный квест «Победить Мототюрка». Такой челлендж, где я задаю условия, а потом наблюдаю, как люди объединяются, чтобы попытаться преодолеть каждое испытание, определяя, действительно ли что-то невозможно. Судя по тому, что я слышал, мне кажется, стоит попробовать обновить Грига на десерт. Пиздец. Она тогда проходил эту залу. Да-да-да, мне насрать! Какой итог? Давайте пробежимся по плюсам и минусам. Из плюсов могу отметить, что пока я делал это видео, я больше и больше удивлялся разному контенту в файлах игры, секретам и вообще ржал от каждого спрайта. Очень интересный мод, который преподносит, или преподносил что-то новое, а не как 80% модов с кругами и уровнями на фом. Более-менее продуманный визуал. Квест, которому я больше всего удивился, и не поджигание жопы игрока, если не играть с X-рангом. Но из минусов нет тестирования X-ранга, хотя у Гонзала 4 плейтестера. Настройки у входа в башню. Вот прикиньте, вы захотели пройти, например, уровень Рау с кругами. А вам стали интересны попытки, а вы забыли включить их счетчик. Вам надо идти вниз. Если вы прошли игру, то вам откроется лифт. Но это немного не спасение. И вам все равно надо будет пройти еще 2 комнаты, чтобы включить счетчик попыток.
и обратно идти к уровню RAW. Хотя включение счетчика и кастомной музыки можно было перенести в настройки, но, скорее всего, из-за неопытности Гонзо этого не сделал. Этому моду я могу поставить 8 из 10, хотя кто я такой, чтобы это оценивать? Сейчас для незнающих, пошел на... Ну опять упало, сука. Ебать, достал, кстати. Или ноуклип вам вежливо... Блять, на... Говорит, что в башне спрятаны 7 каких-то, блять, фурий с огромными, блять, сисяндрами. Всем здорово. Да блин, почему я не могу нормально записать, боже. Я уже год на ютубе, а так озвучивать это не научился. Всем здорово. Всем здорово. Всем здорово. Взламыванию правил игры. Ну, то есть... Ладно, не, вот это лучше вырезать, то есть... Все, взламывание правил игры нормально и так оставить, в целом, мне кажется. Как только я обнаружил, что команда Паник позволяет мне спавнить пиццафейса практически где угодно, я начал экспериментировать. Снял челлендж-видео, где попытался пройти Так. Ну, из-за очевидных проблем, вроде сломанной музыки, Снял челлендж-видео, где попытался пройти фабрику блин. Хотя до сих пор считал себя новичком, несмотря на все созданное. Ну вот это да, это я сумел довольно быстро записать, это прям успех. Хотя есть еще много идей, как улучшить пиццаранг. Хотя есть Если проект созданный с душой и урок по изучению языка GameMaker. Меня бы кто языку научил. Квест Кицуне Блин. Ну, будем считать, что Кицуне через «Д». А вот квестовую часть, как и квест Ойзов в прохождении Задойза, напрямую вдохновила мод. А вот квестовую часть так... блин. Я помню, как смотрел, как мой художник игр мгновенно вдохновился и сказал ему: нам нужно так... Да, блин. Я